Женщина в маленьком американском городе получала письма тысячами, и почти каждая начиналась словами, от которых у любого здравомыслящего человека пробежали бы мурашки по коже. Я снова встала с постели. За 3 недели боль отступила. Мой доктор смотрит на анализы и не понимает, что произошло. Именно эти письма, в конце концов, оказались на столе церковной комиссии, которая официально обвинила ее в мошенничестве от религии. Не потому, что люди жаловались, а потому что то, что происходило с людьми, начавшими произносить определенные слова каждое утро, не укладывалось ни в какую официальную логику. Ее звали Кэтрин Пондер. Она была служителем небольшой церкви в Сан-Антонио. И в конце этого разговора я дам вам те самые фразы, которые она рекомендовала произносить каждое утро, слово в слово. Но только если вы досмотрите до места, где я объясню, без чего эти фразы превращаются в совершенно пустой звук. Она была реальным человеком, ее переписка и ее метод существуют и изучались. И мы разберем сегодня не легенду, а механизм. Прежде чем пойдем дальше, сделайте одно простое действие. Подпишитесь на канал. Это не ради цифр, а чтобы это видео увидело больше тех, кто прямо сейчас ищет, за что зацепиться. И возможно именно ваш лайк станет для кого-то тем самым знаком, что стоит попробовать. В начале своей жизни, еще совсем молодой женщиной, Кэтрин Пондер столкнулась с тем, что многие из вас, возможно, знают изнутри. Тело начало отказывать, силы уходили, и не было ни одного объяснения, которое давало бы хоть малейшую надежду на то, что станет лучше. Она говорила потом, что самым тяжелым в те годы было не само недомогание, а ощущение, что жизнь идет где-то рядом, а она наблюдает за ней со стороны, не участвуя. По ее словам, усталость была такой тяжелой, а состояние здоровья таким непредсказуемым, что обычная жизнь казалась чем-то недостижимым, принадлежащим другим людям, не ей. Врачи предлагали то, что предлагаю всегда – наблюдение, ограничение, терпение. Но потом она сделала то, что с точки зрения обычной логики выглядело как безумие. Начала говорить со своим телом словами, которые прямо противоречили тому, что видели ее глаза, что показывали анализы, что говорили врачи. По ее рассказу, перемена пришла не в один день, но когда пришла, была настолько очевидной, что она посвятила следующие десятилетия одному вопросу. Что именно происходит внутри тела, когда слово произносится с определенным внутренним состоянием? Тот же человек, те же условия жизни, но другая программа, запущенная словом. Представьте старый кинопроектор с катушкой пленки, тот, что шумит и стрекочет, проецируя изображение на стену. А теперь вообразите, что именно такой проектор работает внутри вашего тела круглые сутки, без остановки. Пленка в нем намотана давно. В нашей семье все страдали от суставов. После 60 так и должно быть. Я уже не тот человек, что был 20 лет назад. Вспомните, сколько раз вы говорили: «У меня руки опускаются», или «ноги меня не держат», или «это меня просто добивает». По этой логике тело получает не жалобу и не фигуру речи, а прямую команду. Ослабить хватку, ослабить опору, добавить в пленку еще один кадр усталости. Проектор крутит эту пленку снова и снова, каждый день, а ваше тело честно воспроизводит то, что на ней записано. Не потому, что оно хочет болеть, а потому что получает один и тот же сигнал изо дня в день и выполняет инструкцию. Наука об эпигенетике, о том, как внешние сигналы управляют работой генов, показала нечто поразительное. Одни и те же гены могут работать совершенно по-разному, в зависимости от того, какой сигнал они получают из окружающей среды. Это немного похоже на то, как ребенок усваивает родной язык не по учебнику, а просто потому, что слышит его с рождения снова и снова. Тело точно так же усваивает не то, что вы знаете умом, а то, что слышит раз за разом, изо дня в день, без исключений. И слово, произнесенное с убежденностью, является для клеток именно таким постоянным сигналом. Это измеримая физиология, а не поэтическая метафора. Исследования нейропластичности показали, что мозг буквально перестраивает свои внутренние связи под воздействием повторяющихся слов и образов. И эта перестройка отражается в химии крови, в работе иммунной системы, в скорости восстановительных процессов. Пондер не знала этих слов – эпигенетика, нейропластичность, но она описывала тот же самый механизм языком своего времени, и именно поэтому ее метод не устарел ни на день. Уверен, у вас сейчас пробежали мурашки по коже, потому что это означает, у вас есть вход, есть та самая дверь, о которой почти никто не говорит. Смена пленки в проекторе – вот о чем Пондер писала всю свою жизнь. И здесь начинается самое важное из того, что я вам сегодня скажу, потому что здесь же прячется и главная ловушка.
Когда человеку плохо, самое естественное желание на свете – избавиться от плохого. И он начинает говорить себе: «Я не хочу болеть, мне не должно быть так плохо». Звучит разумно, и именно поэтому это ловушка. Вот маленький опыт прямо сейчас. Скажите себе мысленно: «Я не думаю о своих коленях», и остановитесь на секунду. Куда отправилось ваше внимание? Именно туда, куда вы сказали не думать. Внутренняя система работает не с предлогом «не», а только с самим предметом, который стоит после него. Слово «не» для глубоких слоев сознания попросту невидимо. Остается только боль, только слабость. И ваш внутренний проектор добросовестно усиливает именно этот образ. Пондер объясняла это снова и снова. Вы не можете убрать старую пленку усилием воли. Вы можете только вставить новую, и тогда старая сама перестанет показываться за ненадобностью. Вторая ловушка – это борьба, и она куда более коварна, потому что кажется правильной. Многие, понимая, что нужно что-то изменить внутри, начинают активно бороться со своей болезнью, давить на нее, отвергать ее с раздражением, говорить себе «я тебя одолею». Пондер рассказывала об одной прихожанке, которая годами каждое утро повторяла себе именно так: «Сегодня я снова справлюсь с этой болью. Сегодня я ее одолею». Слова звучали как боевой клич, произносились с полной убежденностью, а результата не было никакого. Пока она не заменила их на простое, тихое: «Мое тело спокойно и свободно». В ее жизни в тот месяц не изменилось больше ничего, кроме этой одной замены. А через несколько недель она впервые за долгое время выспалась без боли. Дело в том, что бороться с чем-то означает постоянно держать это в центре своего внимания, признавать это реальным и достойным сражения. Пондер писала об этом прямо. Когда вы воюете с болезнью, вы ее кормите. Не лечите, не изгоняете, а кормите своей энергией и вниманием. И проектор продолжает крутить ту же пленку, только теперь уже с усиленным звуком. Третья ловушка самая тонкая, потому что она прячется в словах, которые кажутся совершенно правильными. Это слово «хочу». Я хочу здоровья, я хочу, чтобы силы вернулись. Прислушайтесь к тому, что спрятано внутри этих фраз. «Хочу» – это декларация отсутствия. Каждый раз, когда вы произносите «я хочу здоровья», ваш проектор получает точный сигнал. Здоровья сейчас нет, оно где-то в будущем, может быть когда-нибудь. И честно воспроизводит это отсутствие, потому что именно такую пленку вы ему вставили. Один из ее прихожан, как она вспоминала, месяцами повторял «я хочу снова свободно дышать». И не понимал, почему легче не становится. Пока не заметил, что каждое такое «хочу» сопровождается вздохом человека, которому чего-то не хватает, а не человека, у которого все уже есть. Стоило ему заменить фразу на «мои легкие свободны и открыты», интонация сама изменилась, вздох ушел. И вместе с ним, по его словам, ушла часть той самой тяжести в груди. Пондер настаивала: язык человека, который действительно меняет свое состояние, это не язык желания и не язык просьбы, это язык констатации. Не хочу, а есть. Не когда-нибудь, а прямо сейчас. Скажите в комментариях, какая из этих трех ловушек – отрицание, борьба или слово «хочу» – чаще всего звучит в ваших собственных мыслях. Мне действительно интересно, какая из них окажется самой частой. И вот здесь начинается сам метод, а в нем есть 4 шага. И четвертый нарушают практически все уже в первые дни, и именно поэтому у них ничего не выходит. Хотя все остальное они делают совершенно верно. Шаг первый – это состояние, в котором вы входите в практику. Не бодрствование, когда мысли несутся сразу в 10 направлениях, и не глубокий сон, а то легкое, теплое состояние, которое бывает ранним утром сразу после пробуждения, когда тело еще расслабленное и тяжелое, а ум еще не успел заполниться дневными заботами. Именно в эти несколько минут, по убеждению Пондер, проектор наиболее восприимчив к новой пленке. Потому что защитные слои критического мышления, которые мы выстраиваем в течение дня, еще не поднялись. Лягте или сядьте удобно, сделайте несколько медленных выдохов, пусть выдох будет длиннее вдоха, и позвольте телу стать чуть тяжелее, чуть теплее. Как будто оно медленно опускается в теплую воду, сантиметр за сантиметром,
от макушки до пальцев ног. Шаг второй. Место. Положите правую ладонь на ту часть тела, которая требует вашего внимания прямо сейчас. На грудь, на живот, на колено, на поясницу. Не с напряжением и не со страхом, а так, как кладут руку на плечо близкому человеку, которому хотят передать тепло и поддержку. Пондер писала, что это физическое соединение с телом переводит слово из головы в тело, делает его живым, а не просто умственным упражнением. И к этому можно добавить одно простое движение, которое сюда хорошо ложится, хотя сама Пондер о нем не писала. На вдохе медленно поверните ладонь, которая лежит на теле, на четверть оборота, будто аккуратно проворачиваете пленку в проекторе на новый кадр. А на выдохе оставьте ее в этом новом положении. Повторите 5-7 раз, неторопливо, в такт дыханию. Почувствуйте тепло своей ладони и только после этого начинайте говорить. Шаг третий. Сами фразы. И вот они, те самые, которые я обещал в начале. Попробуем сделать один круг прямо сейчас вместе со мной. Первая фраза. Жизненная сила моего тела совершенна и действует прямо сейчас. Произнесите ее внутри себя. Вдумайтесь в каждое слово. Пауза и снова, чуть медленнее. Вторая. Каждая клетка, каждый орган, каждая часть меня знает, как быть здоровой, и уже делает это. Позвольте этой мысли осесть. Почувствуйте, отзывается ли что-то в том месте, где лежит ваша ладонь. Легкое тепло, покалывание или просто тишина. Любой отклик уже хороший знак. И третья, которую Пондер считала самой точной и самой сильной. Я принимаю совершенное здоровье. Это моя природа. Это моя правда. Это происходит прямо сейчас. Говорите их голосом хозяина, не голосом просителя, не умоляя и не надеясь, а констатируя то, что уже происходит. Проектор получает новую пленку. И раз мы уже говорим о проекторе, есть еще один слой, который хорошо ложится на ее метод. Хотя сама она чаще говорила о словах, чем об образах. После того, как вы произнесли 3 фразы, не открывая глаз, позвольте проектору показать короткую сцену, где вы уже здоровы. Самую обычную, бытовую. Как вы легко встаете с кровати утром. Как поднимаетесь по лестнице, не держась за перила. Как несете сумки из магазина и не чувствуете тяжести в руках. Не героическую сцену, а именно обычную. Ту, что раньше казалась мелочью, а теперь кажется недостижимой. Прокрутите ее 2-3 раза, медленно, чувствуя ее так же, как чувствовали бы наяву. Тепло солнца или прохлада перил под рукой. И только потом позвольте себе либо уснуть, либо встать и заняться днем. Шаг 4. Тот, который разрушает все остальное, если его нарушить. После того, как вы произнесли слова и встали, начали свой день, не проверяйте результат. Не прислушивайтесь к телу каждые полчаса в поисках признаков того, что что-то изменилось. Представьте, что вы завели будильник на утро и легли спать. Вы же не сидите всю ночь, проверяя, не сломался ли он. Вы просто доверяете и спите. Ровно так же и здесь. Это не значит, что нужно перестать следить за своим здоровьем и лечением. Вовсе нет. Это значит, что не нужно стоять над собой с секундомером и требовать доказательств каждый час. Именно тревожная проверка сигнализирует вашему проектору, что вы сами не верите в новую пленку, и он немедленно возвращается к привычному, к тому, что вы крутили годами. И еще одно, важное и честное. Если вы сейчас лечитесь или принимаете лекарства, продолжайте это делать и советуйтесь со своим врачом. Слово поддерживает тело, а не заменяет лечение. Вы хозяин своего проектора, и сегодня вы получили ключ к нему. Болезнь – это не ваша природа и не приговор. Это старая пленка, которая крутится только потому, что никто не предложил вам другой. Сегодня ночью, в те теплые минуты между сном и бодрствованием, или завтра утром сразу после пробуждения, вы можете начать не когда-нибудь и никогда станет чуть легче само по себе, а именно с первого произнесенного слова. Прямо здесь, в комментариях под этим видео. Напишите вместе со мной вот эту фразу.
Мое тело возрождает свою истинную силу. И расскажите, что происходит внутри, когда вы ее произносите. Что она вызывает, с чем вам это дается легко, а с чем трудно. Потому что ваш личный опыт здесь ценнее любой теории. Поставьте лайк, так видео сохранится в вашей истории просмотров, и вы сможете вернуться к методу в любой момент, когда понадобится. Берегите себя, и пусть с сегодняшнего дня в вашем проекторе крутится только то, что вы выбрали сами.